Дорогие друзья, всем привет! Рад, что вы зашли на канал Food Court. И сегодня я хочу показать вам рецепт пикантной закуски. Помидоры с чесноком и хреном. В простонародье это называется хреновина. Для приготовления я взял спелые помидоры сорта сливки. Вот таким образом я их порезал на 4 части. Удалил плодоножку. Здесь у меня 5 килограмм помидор. На 5 килограмм я взял из расчета 50 грамм на килограмм помидор, 250 грамм чеснока. И здесь у меня почищенный хрен. Я взял из расчета 100 грамм на килограмм, здесь у меня ровно 500 грамм столового хрена. Он слегка подмороженный. Обычная поваренная соль. Из расчета 25 грамм на килограмм помидор. Здесь у меня ровно 125 грамм. И поскольку я буду хранить эту закуску в холодильнике, я взял для консервации обычный столовый уксус, 6% у меня. Здесь 10 мл на 1 килограмм, ровно 50 мл. Объем соли, чеснока, хрена вы можете добавлять на свой вкус. Это рецепт мой надежный, проверенный, готовлю его уже очень много лет, сколько себя помню. Готовится эта вся хренотень очень просто. Помидоры я перекручиваю на мясорубке с решеткой 5 мм. Я точно знаю, что эту закуску готовят в разных регионах по-разному. Добавляют морковь, сладкий болгарский перец. Но вот как-то испокон веку в нашей семье были именно эти 3 ингредиента. Помидоры, чеснок, хрен, соль. Перекручивается это все достаточно быстро. Просто мясорубка легко справляется с этой задачей. Никаких особых усилий или творчества для того, чтобы приготовить эту хреновину, прилагать не нужно. Ну вот, в принципе, и все. 7-10 минут помидоры готовы. Так, теперь пришло время пропустить через мясорубку чеснок. Прокручиваю через решетку размером диаметр 3 мм. Я взял чеснок из расчета 50 грамм на 1 килограмм помидор. Но опять же это дело вкуса. Вы можете добавить больше, можете добавить меньше. Я люблю такой более острый чесночный вкус. И вы, конечно, можете добавить чеснок именно по своему вкусу. Честно говоря, я не знаю, почему эту закуску назвали хреновина. Я слышал разные названия. Там называют ее горлодер, огонек. Но вот как-то вот с самого там раннего детства у нас всегда стояло несколько банок в погребе. И все называли это хреновина. Невероятный запах чесночный, свежие помидоры. Острота и пикантность этой закуски, конечно, невероятные. Теперь пришло время прокрутить хрен. Я также прокручиваю его на той же самой решетке с диаметром отверстия 3 мм. Прежде чем прокручивать хрен, я его подморозил, потому что, когда я его чистил, просто слезы. Чеснок и хрен дают такой вот ядреный запах. Особенно хрен он аж слезу выбивает, поэтому будьте осторожны, аккуратны. Можно подморозить или просто надеть на шнек мясорубки какой-то полиэтиленовый пакет. Я этого не стал делать, просто вот сразу в помидоры прокручиваю чеснок и хрен. Хрен именно в подмороженном виде, он дает возможность с ним работать какое-то время. Хотя даже в подмороженном виде аромат стоит, просто вышибает слезу. Ну вот еще 5 минут, и чеснок и хрен я прокрутил. Объем хрена вы тоже можете добавлять по своему вкусу. Я взял из расчета 100 грамм хрена почищенного на 1 килограмм помидор. Ну, на самом деле его можно добавлять и 150, и 200. То есть так, как вы любите.
Ну, теперь осталось все это тщательно перемешать до однородной массы и добавить соль и уксус. В такие моменты я иногда думаю, почему у меня нет противогаза. Готовлю я эту закуску пару раз в год, но вот как-то приобретать противогаз для этих целей. Но чувства, я вам скажу, сейчас невероятные. Перекрученный хрен с чесноком дают такой аромат, что на кухню зайти просто невозможно. Теперь я вношу соль. Значит, соль я взял из расчета 25 грамм соли на 1 килограмм помидор. Ну, всю я ее вносить не буду. Я внесу сначала где-то грамм 20 на килограмм, размешаю тщательно и дам часик постоять, а потом попробую на вкус. Если на вкус соли будет недостаточно, я добавлю. Вы также можете вносить соль на свой вкус. Но для того, чтобы соль разошлась, вот, а хрен подморожен, температура закуски достаточно низкая. Примерно час-полтора она у меня постоит. При комнатной температуре я буду помешивать, соль разойдется, я попробую, и если мне ее не хватит, я ее добавлю. Если будет все в порядке, этого будет достаточно. И в заключение я добавляю уксус для консервации, поскольку хранить я буду в обычных стеклянных банках, в холодильнике при температуре где-то 2-4 градуса. Прекрасно. Эта закуска будет стоять до 8 недель точно. Если у вас есть погреб, да, то есть, конечно, вы можете хранить там эту закуску более долго. Она сырая, поэтому не проходила тепловой обработки, и при более высоких температурах, конечно, она закиснет, начнется процесс брожения. Поэтому, чтобы этого не допустить, я добавил сюда уксус. Ну и температура в холодильнике достаточно низкая, что позволит мне благополучно хранить ее до 2 месяцев. Ну вот наша хренотень практически готова. Достаточно у нее такая плотная консистенция. Она густая. Теперь она мне постоит часик-полтора, попробую на соль и запакую ее в банку и уберу в холодильник. Друзья, надеюсь, вам понравился этот простой, незамысловатый рецепт. Готовьте пикантную закуску, наслаждайтесь. Если вам понравился этот рецепт, это видео, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал, оставайтесь на фудкорте. Будет много вкусного и интересного.